Друзья, кто-нибудь скажет мне, что это за закон подлости такой? Когда ты работаешь 5 через 2, все 5 дней рабочих, погода великолепная, просто прекрасная, а как только у тебя выходные, и ты хочешь куда-нибудь выбраться, начинается какая-то канитель. В общем-то, у меня выходные, выдалось времечко, и я решил приехать в Мармарис. Давно здесь не был, думаю, как раз к началу сезона, может быть, и вам что-нибудь подсниму. Уже видео на канале есть из Мармариса, но я хотел бы сконцентрироваться на окрестностях этого города и показать вам, что еще интересного здесь есть. Видите сами, вот такая вот погода серая, унылая немножко, но, надеюсь, нам с вами повезет, и завтра, послезавтра погода наладится, а народ вообще купается, никого не останавливает. Такие вот пейзажи, такие вот виды. Конечно, по-своему красиво тут, бесспорно, но я рассчитывал на солнышко. Надеюсь, нам с вами, друзья, повезет и погода наладится. 2 дня лил дождь, вообще просто пасмурная погода была, неприятная, снимать не хотелось. И вот только вот сегодня дождя практически не было, и к вечеру распогодилось, солнышко показалось. Вот так бы все это время было. Но раз уж мы оказались в Мармарисе, я думаю, пару слов стоит и про него сказать. Буквально за 2 минуты расскажу про Мармарис, что он из себя представляет. По сути, это такой приморский небольшой городочек с очень живописной бухтой. Посмотрите, друзья, это самая настоящая сказка. Вот такие вот горы, скалы, море, яхты, просто курортная романтика вовсю. И здесь самое основное, что вас в этом городе ждет, это морской отдых, экскурсии и прогулки по набережной. Набережная длиннющая, она идет вдоль всего города и переходит в Ичмелер потихонечку. Это такой поселочек, который рядом с Мармарисом. Он такой поспокойнее. Туда вот, если вы семейные с детьми и не хотите шума, вполне можно рассмотреть. И вашим основным занятием в этом городе будут как раз таки прогулки по этой набережной туда-сюда и откисание у моря вот на таком вот пляже с такими вот видами. Вот Мармарис, он про это. Здесь есть небольшой кусочек со старым городом, с крепостью. Это если захочется культурной жизни, культурного дня, разбавить там себе досуг. Можно туда сходить, прогуляться. Я это все показывал, рассказывал уже. Потрясающее место. В общем, такой приятный городок. Вот все, что можно сказать про Мармарис. Для пляжного отдыха, курортного, вполне себе подходит. В городе находятся каналы, по которым вода стекает в море с гор. И из-за того, что бухта еще закрыта, из-за того, что здесь много яхт, вода здесь, к сожалению, в черте города не самая чистая. И за пляжами надо будет ехать за пределы Мармариса. Ичмелер уже можно чуть-чуть в сторону отойти, уже там будет почище. А так, конечно, здесь есть морские экскурсии на кораблях, и вот вас вывозят за эту бухту, и там будет вода прям чистейшая. Но, тем не менее, на самом деле и в городе можно отдыхать, просто не надо строить там завышенных ожиданий насчет пляжа и насчет воды. Друзья, бухта в Мармарисе — это, конечно, что-то с чем-то. Вот так вот прийти на берегу, сесть и созерцать вечером в лучах закатного солнца всю эту красоту просто дорогого стоит. Посмотрите, какая красота. Даже вот вне сезон, когда еще немного не такое солнце, не такое освещение, не такие закаты яркие, летние, жаркие, все равно красота непередаваемая. Очень, очень люблю виды в Мармарисе. Помимо природы в Мармарисе, я бы еще отметил старую часть города. Это совсем небольшой район на холме, но весьма атмосферный. Днем там очень приятно прогуляться по узким улочкам и лестницам среди старых каменных домов с цветами, а потом заглянуть в крепость Мармариса. Даже если вы небольшой фанат старины и музеев, сюда стоит подняться хотя бы ради панорам. А вечером после прогулки я рекомендую поужинать на веранде какого-нибудь ресторанчика, откуда открываются классные виды на город, бухту и яхты. Если вы приехали в Мармарис парой, обязательно хотя бы один вечер заложите на такой ужин. Местечко очень романтичное. Вообще Мармарис двуликий курорт. Днем море, прогулки, яхты, мороженое, семейный отдых, а вечером что туристы, кто готов к моральному разложению. Мармарис считается одним из самых тусовочных курортов Турции. Если вы приехали сюда за движем, то вечерами вам скучно точно не будет. Правда, на момент моего приезда в этом году сезон только начинался, и кафе были практически пустые, поэтому все эти непотребства я вам не заснял. Но поверьте мне на слово, в разгар лета тут и пьяные танцы на столах, и хороводы,
хороводы, и песни до потери голоса, и музыка до поздней ночи. Если вы любитель такого отдыха, можно смело селиться на набережной. А тем, кто любит тишину и спокойствие, я бы рекомендовал посмотреть отель в другой части, подальше от баров и ресторанов. В комментариях под моим прошлым видео из Мармариса люди разделились на два лагеря. Одни кайфуют от этого курорта и постоянно приезжают сюда на отдых, а другие разочаровались от чистоты пляжа и моря, шума заведений, и в целом общее впечатление от Мармариса у людей осталось не очень. И я, если честно, могу понять и тех, и других. Как и у любого популярного курортного города, у Мармариса есть свои плюсы и минусы. Здесь действительно бывает шумно, людно и местами слишком туристически. Но на мой взгляд, Мармарис все-таки немножко больше, чем просто пляж, набережная и тусовки до утра. Поэтому дальше в этом видео речь пройдет про окрестности Мармариса, ради которых, как мне кажется, сюда действительно стоит приезжать. Поверьте, если вы выросли за пределы курортной суеты, этот регион раскрывается совсем по-другому. И начну я, пожалуй, с морской экскурсии по бухтам и островам вблизи Мармариса. С добрым утром, друзья! У нас сегодня с вами намечается экскурсия на корабле, морская экскурсия. Вообще их здесь две. Одна, которая по островам, и вот мы сейчас в нее с вами отправимся. А есть еще другая экскурсия, там вывозят за город и плавают чуть в другом месте. Там пляж Клеопатры, такая вот история. Но сегодня не про это, хотя я был на обоих экскурсиях и покажу вам две. И для себя вы можете оценить, какая вам понравится больше и в какую вам отправиться. Вот. Ну, сегодня такая вот экскурсия вблизи Мармариса. Мы поплаваем вокруг островов, посмотрим, что здесь интересного. В планах, как обычно, в морских экскурсиях это купание, загорание и отдыхание. В общем, сейчас посмотрим, как это будет. Друзья, ну, суть всех этих морских экскурсий вам, я думаю, понятна. Делают остановки в нескольких местах, люди купаются, отдыхают, загорают. В общем-то, особо здесь рассказывать нечего, поэтому больше буду показывать вам красоту. Вокруг скалы, вода синяя-синяя, правда, сейчас 10 мая, и, на мой взгляд, еще прохладно купаться в это время года. Но людей не останавливает, конечно, люди приехали на отдых и берут по максимуму, в общем, от Мармариса. Но сейчас, на самом деле, я вот в куртке сижу, потому что ветерок прохладный поддувает. В общем, имейте в виду, море еще не успело прогреться к началу мая, так что купаться, скорее всего, будет прохладно. Мы немного заплыли за острова, за Ачмелер, и вот здесь вот такие виды открываются. Но дальше, я думаю, должно быть еще интереснее, и, возможно, даже еще и в открытое море выйдем. Не знаю, загадывать не будем. Посмотрим, как оно будет. Далее по маршруту у нас была короткая остановка у фосфорной пещеры. Звучит, конечно, многообещающе. Сразу представляешь себе какую-то волшебную пещеру, в которой все светится и переливается. Но на практике ничего сверхъестественного. Самая обычная пещера. По сути, это была остановка из серии, ну раз привезли, значит надо сфотографироваться. И буквально через 5-10 минут мы поплыли дальше. А вот уже следующая остановка была и интереснее, и живописнее. Интереснее, потому что на этой остановке нас ждал обед. А насчет живописности, ну вы и сами все видите, друзья. Какие в этом месте красивые горы. Есть с таким пейзажем за бортом было одно удовольствие. Тут мы провели примерно час, поели, поплавали и дальше уже направились в поселок Турунч. Друзья, ну у нас был обед. Я, как обычно, забыл про камеру, накинулся на еду. Ну ничего особенного не было. Там макароны, курица, салат, такое, в общем. И после нас привезли в поселочек Турунч. Здесь у нас 1,5 часа, мы высадились на берег и можно походить погулять. Здесь такая вот длинная улица с кучей лавок, в которых вы найдете всякую турецкую всячину, типичную для турецких рынков. Когда делаешь видео из Турции, уже как-то трудно что-то новое придумать про весь этот турецкий рынок, про все эти магазинчики. Ну, в общем, идею вы поняли, вас высаживают. Вы гуляете здесь, кто хочет покупает, кто не хочет не покупает и идет, наслаждается вот такими вот видами,
в Турунчи. Здесь длинный пляж такой с причалами. Если вы не заинтересованы в том, чтобы совершать покупки, можно просто погулять, сделать красивые фотографии и даже искупаться. Ну, в общем, местечко классное. Поэтому, если вот планировали сюда поехать, можно совместить с экскурсией. Взять такую вот экскурсию на корабле, приплыть и провести здесь время. Слушайте, ну если отойти от центра с рынком, с базаром и всей этой суматохой, то Турунч вполне себе такое приятное местечко. Тихое, спокойное, в окружении гор. Здесь и отели есть, я так понимаю, тоже люди отдыхают. Если вам нравится тишина, спокойствие, близость к природе, вполне себе можно рассмотреть и такой вариант отдыха. И Турунч вместо Мармариса, все время думаешь, как правильно ударение поставить. Вместо Мармариса и Ичмелера. В общем, такое интересное местечко. Пляж Турунча находится в такой живописной бухточке. Слева и справа его обнимают горы хвойные, красивые. А впереди такие вот виды на острова. Слушайте, ну супер. Пляж классный, виды мне очень понравились. Сам по себе пляж, конечно, немножко сейчас чувствуется такая предсезонная разруха на нем. Только готовятся к приему туристов. Вот, поэтому тут немножко сейчас беспорядочек такой. Но в целом пляж галька с песком. Заход вроде бы как пологий. Не знаю, насколько глубоко, пока еще холодно, проверять не буду. Но в целом как бы место такое приятное. Я прям не ожидал, что мне Турунч так зайдет, понравится. Для тихого, спокойного отдыха, неспешного, мне кажется, подходит идеально. Последняя остановка после Турунча у нас в таком живописном месте, как и везде, собственно. Такая вот интересная, красивая бухта с необычной скалой. Смотрите, какая форма такая интересная здесь. В общем, красоты посмотрели, повидали и погуляли по Турунчу. Прям приятно удивил меня поселок. Я хотел туда отдельно съездить, но не пришлось. Как-то так удачно получилось. Вот. И, в общем-то, к посещению данную экскурсию однозначно могу рекомендовать. Я думаю, мы здесь еще часик потусуемся и будем обратно выдвигаться в сторону Мармариса. Так что такая вот история. Ненапряжная прогулка морская. Must-have, я считаю, если вы оказались в этом городе. Друзья, ну если вы оказались в Мармарисе, нужно обязательно заехать в Дальян. Это небольшой городок, находится где-то в 1,5 часах езды от Мармариса на машине, на автобусе. Сюда можно добраться как самостоятельно, так и в рамках экскурсии. Я брал второй вариант и, в общем-то, приехал сюда на автобусе с группой таких же отдыхающих, как и я. И, в общем-то, у нас по плану сейчас грязевые ванны. Мы вот в такое вот местечко приехали. После грязевых ванн, я так понимаю, у нас будет ланч, а после ланча мы уже отправимся кататься по реке Дальян на лодке и смотреть гробницы ликийские. Ну, в общем, программа обещает быть интересной, все вам покажу и расскажу. 4 грязи у нас сегодня представлено в вазах, так что слева это с добавлением масла розы, против морщинок миледи. Мне на самом деле 120 лет, это все грязи. Справа в большой вазе это с оливковым маслом общего действия, делает увлажнение кожи. Так что вон там сзади это против боли в спине, подагры, артрита и так далее. Спинку лечит. И та, что рядом с душем, это против обгорелой кожи и акне. Также есть душ вон там и бассейн с минеральной водой в углу. Я вам покажу наши зеленые столики. Вот мы только те 3 можем взять, придется немножко умяться. И мы встречаемся у этих зеленых столиков в 12 часов. Программа такая. Значит, переодевайтесь и идете в грязь через тот вход. Снаружи оставляете тапочки. Заходите, берете грязь, зачерпываете, кладете на кожу, сохнете на сон, на ветру. Потом идете, 10 минут обычно ждете, вон там часы есть на стене. Пошли в душе, грязь смыли, новую намазали и так по кругу. Каждое использование грязи снимает вам 10 лет. Поэтому будьте осторожны, в ноль не уходите, а то пуф, и все. Понятно.
Встречаемся у зеленых столиков в 12 часов. Друзья, ну я с вашего позволения в грязевые ванны сегодня не полезу. Обмазываться, оздоровляться не буду. Просто показываю вам, что вас ожидает. Такой вот балдеж грязевой. Оздоровились и потом с новой кожей, как у младенца, отправляетесь дальше на экскурсию. Все, после грязевых ванн у нас время ланча, обеда. Всем приятного аппетита. Вот такой вот балдеж нам принесли. Друзья, ну а следующая точка в маршруте нашей экскурсии – это Ликийские гробницы. Мы сейчас направляемся к ним, плывя на лодке по реке Дальян. Вот такая вот красота нас с вами окружает. И быть на самом деле здесь совсем недолго, минут 5 может быть. Если вы уже смотрели мои видео из Фитие, Каша и Калкана, то вы наверняка помните, что великие такие гробницы часто вырубали именно высоко в скалах. Считалось, что чем выше находится усыпальница, тем ближе душа умершего к небесам, и тем проще и туда попасть. Но конкретно с гробницами в Дальяне есть один тонкий момент. Их очень часто называют ликийскими, и в туристическом обиходе это название давно прижилось. Но если чуть-чуть подушнить по истории, то все не так просто. Эти гробницы относятся к древнему городу Каунас, а Каунас находился на границе Карии и Ликии. Чаще всего его связывают именно с Карийским регионом. При этом сами фасады гробниц выполнены в стиле, который мы обычно ассоциируем как раз с Ликией. Такие монументальные храмы, только вырезанные прямо в скале. Поэтому самая точная формулировка будет такая: это карийские гробницы древнего Каунаса, выполненные в ликийском стиле. Звучит, конечно, как фраза, после которой половина зрителей уже закрыла это видео. Ну а те, кто остался, теперь знают этот нюанс и смогут подушнить при случае и в нужный момент сказать: постойте-ка, а гробницы-то карийские. Ну а пока мы стояли и делали фотографии, нам привезли вареных крабов. Их можно было приобрести за дополнительную плату при желании. Я, конечно, взял попробовать, но больше из интереса. На самом деле, оно-то вообще не стоило. Как говорит мой друг, мало за много. Здесь у этих крабов практически нечего. Не очень удобно, да и как будто бы оказалось неуместно. Как опыт прикольно, но повторять бы я не стал. На этой остановке у нас было минут 15. Все спокойно сделали фотографии, наглазелись на гробницы, и дальше мы отправились в путешествие по реке Дальян. Река соединяет озеро Кёйджи со Средиземным морем и по пути образует целую сеть протоков, заросших камышом. Поэтому лодка идет не по широкой открытой воде, а как будто по зеленому лабиринту. Слева камыши, справа камыши, впереди поворот, и за ним еще один поворот, и так всю дорогу. Меня не покидало ощущение, что мы оказались в особенностях национальной рыбалки, и сейчас приплывем к какому-нибудь турецкому Кузьмичу искать, в какой сарай ему ракию сгрузили. В какой-то момент, кстати, вдалеке показались руины того самого античного города Каунас. Когда-то он был важным портовым городом, но со временем природа сыграла с ним злую шутку. Дельта реки постепенно заиливалась, гавань мелела, море отступало, и город, который жил во многом за счет торговли, начал терять свое значение. Потом на все это наложились войны, набеги и смена власти в регионе. А финальным ударом вообще стала эпидемия малярии в 15 веке. Местность здесь болотистая, вокруг река, озера, камыши. Красиво, конечно, но и для комаров тоже. Курорт, все включено. В итоге люди постепенно покинули Каунас, город зарос, оказался заброшен и на долгие века превратился в руины. В общем, мы уже плывем где-то полчаса по реке Дальян. Проплыли Карийские гробницы, проплыли город античный. И сейчас вот подплываем к следующей нашей точке на маршруте. Доплыли на Черепаший пляж. Такое вообще потрясающее красивое место. Длинный песчаный пляж. Вокруг горы. Река Дальян здесь рядом. Ну, слушайте, просто сказка самая настоящая. У нас здесь 1,5 часа свободного времени нам дали. Можно купаться, можно загорать, можно что угодно делать, вообще сказали. Я смотрю, люди там плавают уже вовсю. Пляж чем-то похож на пляж в Паттайе. Тоже песчаный, тоже здесь черепахи водятся, яйца откладывают. Здесь даже вот веревка натянута, видно, как-то разграничивают, в общем, зоны, где, в общем, черепахи гнездятся. Пляж, кстати, не совсем дикий. Здесь есть кафе, в котором можно приобрести прохладительные напитки и вот даже арендовать шезлонг с зонтом. Ну, на самом деле, если вы будете на экскурсию эту ехать, я бы вам рекомендовал прихватить с собой покрывальце. А если это будет жаркое время года, разгар лета, то, возможно, даже и зонт. Ну, либо если вы самостоятельно сюда поедете. И с зонтом, со своим покрывалом можно вполне себя комфортно чувствовать. Переодевалки здесь тоже есть, насколько я понимаю, в этом кафе, так что никаких проблем не возникнет. В целом пляж очень достойный, я бы здесь вообще с удовольствием на весь день остался
и купался бы, и загорал, и просто балдел. Кайфово вообще. Песочек, мягкий-мягкий, желтый-желтый. Море синее-синее. Конечно, ветерочек немного сегодня так поддувает, но вообще не напрягает на самом деле. И такие пейзажи вокруг, слушайте. С одной стороны горы, с другой стороны тоже горы. Какой-то островок, там даже вон в скале дырка виднеется какая-то. И честно, вот вообще никуда уходить не хочется, я бы здесь и до вечера остался. Сидел бы просто вдаль, смотрел, наслаждался красотой этой невероятной. У нас дальше по плану кормление черепах будет. Вот этот краб, который мы ели, от него остались клешни, панцири, и нам сказали их приберечь, вроде бы как черепахи их лопают. Но черепах надо прям высматривать, выманивать, они там в основном подножки ребут, и потом она опа, и вот такая вот вынырнула к поверхности так, и опять вниз. Обязательно берите с собой шлепки, допустим, если вы в кроссовках собирались, потому что песок очень горячий, даже в начале мая. Я сейчас иду и местами прям жалел, что не взял с собой ни шлепок, ни сланцев каких-нибудь. Но в целом местечко просто 10 из 10, мне очень понравилось. В целом такая вот экскурсия получилась с Далян, друзья. Сейчас мы возвращаемся тем же путем обратно, также плывем, только в обратном направлении. И по сути на этом экскурсия заканчивается. Дальше мы грузимся в автобус и уезжаем обратно в Мармарис. И я думаю, в Мармарисе мы будем часам к 6 вечера, наверное. Выехали мы в 9 часов приблизительно из Мармариса. И я думаю, в 6 вернемся. Обязательно нужно побывать в Дальяне, либо в рамках экскурсии, либо самостоятельно. Тут уже как сами решите. Ну, в общем, вы знаете, что вот есть такое местечко, топовое, обалденное. Такая вот история, друзья. За Мармарисом находится интересное местечко, пляж, который называется Кыскуму. Расположен он в такой вот живописной бухте. Виды, слушайте, просто потрясающие. Тут еще остров есть с крепостью какой-то на нем. Сам Мармарис находится в таком интересном живописном месте, и окрестности у него не менее красивые. В общем, что это за местечко такое? Здесь такая вот песчаная коса идет почти до самого противоположного берега, и глубина там, по колено, по пояс. Как-то интересно так ее нанесло, эту косу, какими-то подземными водами, волнами и прочее. И вот теперь тут такое интересное туристическое местечко, куда привозят туристов, в общем-то, походить по этой косе. С этим пляжем связана легенда, на самом деле их несколько, как обычно, все они заканчиваются печально. По одной из версий, на противоположном берегу жил возлюбленной девушки, и чтобы к нему ходить, она в подоле таскала песок. И, в общем-то, таскала, но что-то не дотаскала, видимо. Потому что эта коса песчаная, она заканчивается где-то, наверное, на 2/3. Чуть не доходит до берега. А по другой версии, жил-был король, у него была принцесса, дочь его, которая влюбилась в рыбака. И, в общем, они там что-то шуры-муры мутили. Королю это, естественно, не понравилось. Ну, где принцесса и где рыбак, правильно? И, собственно, он послал стражу свою за ними, чтобы они убили рыбака и забрали дочь. И получилось так, что что-то там стража, как обычно, натупила. В общем, убили не рыбака, а ранили дочь короля, принцессу, в общем-то. И вот она типа бежала, и из нее кровь хлестала и превращалась в такой вот кровавый песок красноватого цвета. В общем, и есть еще куча всяких легенд, я вам всех пересказывать не буду, суть вы поняли. Пляж это общественный, вход на него бесплатный, но оплатить придется за шезлонг заплатите 400 лир, туалет 20 лир, душ 30 лир и переодеться кабинка тоже 20 лир. Такие вот
расценочки. Я бы не сказал, что на пляж Кыскуму прям стоит ехать. У моих друзей и знакомых мнения на его счет разделились. Одним зашло, а другим не очень. Если вы окажетесь на этом пляже в рамках какой-нибудь экскурсии, хорошо. А если нет, то и ладно, в общем-то немного потеряете. Вместо этого я бы рекомендовал отправиться в Акьяку. Это спокойный зеленый поселок, который находится в получасе езды от Мармариса. Главная фишка Акьяки — это река Азмак и необычная архитектура поселка, о которой мы поговорим чуть позже в этом видео. Друзья, ну у нас сегодня в Акьяке 2 тура. Первый маленький такой на разогреве, на небольшой лодке плывем по речке, обещают какие-то красивые места. А потом у нас по плану сегодня большой тур, там тоже очень много красивого будет. Все, смотрим. Река Азмак совсем небольшая, но при этом довольно живописная. Заплатив около $3-4, по реке можно было покататься на лодочке. Прогулка короткая, всего на полчаса, но очень приятная и довольно живописная. Лодка медленно идет по воде, местами нависают деревья и вокруг плавают утки и гуси. Теперь, друзья, пробираемся по таким вот зарослям. Ну, конечно, вода в речке просто супер. Не знаю, тут видно что-нибудь или нет, но это место называется типа как аквариум. Такое необычное дно здесь, аж голубоватое. Такое, слушайте, ну вообще прям какие-то водоросли. Ух ты, рыбы даже плавают. Даже рыб видно, друзья. Вот это да. И вот так вот мы плывем, прям как будто сейчас на рыбалку, на охоту какую-то выбрались. Сейчас гуся за хвост схвачу. Сейчас тебя за хвост схвачу. Чуть-чуть. Чуть-чуть не дотянулся. Вот этого схвачу. Нет, тоже не дотянулся. Как будто бы ничего особенного в такой прогулке и нет, но мне зашло. Разглядывать дно речных обитателей было занимательно, а с детьми, мне кажется, вообще прикольно будет. На берегу реки, кстати, много кафе и ресторанчиков, так что если на лодке покататься не хотите, то можно расположиться там и забалдеть со стаканчиком турецкого чая. В Акьяке, кстати, есть большой общественный пляж, и при желании здесь можно зависнуть на полдня, искупаться, позагорать или просто посидеть у воды. Но у меня были немного другие планы, и пляж я оставил на другой раз. Впереди меня ждала еще одна морская прогулка, и забегая вперед, по красоте она ничуть не уступала той экскурсии, с которой мы начинали это видео. Ну а второй тур у нас проходит на большом корабле. По классике ничего нового, вас забирают, везут по красивым бухтам, местам. Несколько остановок будет. Вот здесь вот первая остановка, не знаю, к сожалению, как называется, но цвет воды просто потрясающий. Виды вокруг, мамма мия, просто мое почтение. А на острове развалины какого-то античного села. К нему, к сожалению, подняться нельзя, но вот оно здесь есть, можно издалека посмотреть, фотографии сделать. Такие дела. Ну я готов. Ты готов? Серьезно? Да. Блин, просто опасно. А что опасно-то? Затопит нас, думаешь? Опа. Нормально. Вторая остановка на маршруте была не особо интересная, это был какой-то остров с пляжем, но там было столько людей, что идти туда не было никакого желания. На этой остановке у нас был стандартный лодочный обед, курица, гарнир, салат, и кто хотел искупнулся, и потом мы отправились дальше. А вот следующая точка на нашем маршруте была уже поинтереснее. Друзья, ну третья остановка в этой экскурсии — это знаменитый пляж Клеопатры. Говорят, что песок для этого пляжа привезли из самого Египта. И настолько он какой-то уникальный, что его аж оградили, и никому туда на пляж сам заходить нельзя. Но можно искупаться перед пляжем. И, как вы видите, желающих здесь чуть больше, чем дофига. В общем, вход на пляж 13 евро. Ну, тут помимо пляжа есть еще античный город, развалины его. Можно посмотреть на античный театр. Плюс есть еще развалины храма Аполлона, по-моему. Ну, такое, как бы, на самом деле, особо по античности здесь я бы не сказал, что интересно. Самая красота — это, конечно же, пляж, вода потрясающая голубого цвета, ну и виды, панорамы, которые открываются с этого острова. Можно прийти, погулять,
позагорать, побалдеть, полежать. Такое, как бы на самом деле и на пляже и душ есть, и шезлонги. Так что вполне себе комфортный отдых, и даже кафе есть. Такие дела. Остановка здесь 1,5 часа. И всех, кто хочет, высаживают, и корабль плывет дальше. А потом возвращаются и забирают. Если вдруг окажетесь на этой экскурсии, показываю вот вам, как выглядит этот пляж Клеопатры, и что здесь вообще есть, а вы уже сами примите решение, захотите ли вы сходить с корабля и тратить дополнительные денежки, чтобы все это посмотреть. Друзья, вот такая вот 4-я остановочка. Бухта среди высоких скал. Ну, очень красиво, конечно. Вообще весь маршрут нашей экскурсии потрясающий. Там вот тоже корабли прям туда зашли, но мы чуть не поместились, поэтому немного в стороночке. Ну а последняя остановка была опять у острова с античным селом, только уже немного с другой стороны. И тут, в общем-то, уже рассказывать и показывать вам нечего. В целом, такая вот экскурсия получилась, мне все очень понравилось, а у вас теперь есть представление о том, что вас ждет на морских экскурсиях в Мармарисе. И тут вы уже сами решите, в какую вам отправиться. Как по мне, выбирайте любую, не прогадаете, и лучше даже отправиться на обе. Невероятная красота вас ждет и там, и там. Ну а помимо реки Азмак, пляжей и морских прогулок, в Акьяке есть еще одна интересная особенность, которую невозможно не заметить. Это местная архитектура. Если вы пройдетесь по поселку, то увидите, что многие дома здесь выглядят весьма необычно. Белые фасады, деревянные балконы, резные элементы, широкие крыши и аккуратные дворики. Архитектурный стиль Акьяки во многом связан с Наилем Чакырханом, турецким поэтом, журналистом и архитектором-самоучкой. Он построил здесь собственный дом, вдохновившись традиционной архитектурой региона и османской архитектурой. Но при этом адаптировал все это под местный климат, природу и современную жизнь. И самое интересное, что его дом получил международную архитектурную премию. То есть человек, который вообще изначально не был профессиональным архитектором, построил дом в небольшом поселке на побережье, а в итоге повлиял на облик всей Акьяки. После этого все здания здесь начали строить уже в похожем стиле, и поэтому Акьяка так сильно отличается от многих других курортных мест Турции, где зачастую застраивают чем попало, лишь бы побольше номеров, побольше этажей и побольше туристов на квадратный метр. В общем, если будете в Мармарисе, обязательно при случае загляните в Акьяку. Я думаю, вам здесь понравится. Ну и напоследок давайте посетим еще одно местечко. С погодой, как видите, мне опять не повезло, но это не помешает мне познакомить вас с дачей. Дача городок небольшой, но довольно приятный. В новой части города находятся всякие разные кафе, маленькая марина с рыбацкими лодками и спокойная набережная. В общем, стандартный набор маленького приморского городка. Здесь нет какой-то бешеной концентрации заведений и развлечений, как в Мармарисе, но в этом и есть свой кайф. Можно сесть в кафе у моря, заказать кофе или что-нибудь поесть. Посмотреть на лодки, на горы вокруг, на людей, которые никуда не торопятся, и самому немного замедлиться и перестать спешить. Стоит ли ехать сюда вне сезон? Не такая идея, на самом деле сомнительная, потому что особо здесь делать нечего в плане того, что гулять почти что негде. Есть основная главная улица, на ней располагаются такие вот интересные заведения. Сюда можно зайти, прикупить всякого балдежа. Дача славится тем, что здесь куча магазинчиков с изделиями из миндаля. Что здесь только не продают. И печенье, и всякие там, я не знаю, намазки, всякие орешки. Ну, в общем, такая интересная тема. Самый прикол сюда приезжать все-таки в сезон, в летнее время, потому что здесь можно будет и искупаться на пляжах, и народу здесь будет побольше, подвижевее, как-то поинтереснее. Но в целом такой небольшой уютный городочек, приятный. А вот с набережной открываются такие вот виды. В сезон здесь можно будет на берегу посидеть, побалдеть, ну а пока, видите, вот так вот серенько, блекло, ну как есть. Здесь самое интересное в даче — это райончик, который называется Эски-дача. Там сохранилась старинная архитектура. В общем, сейчас покажу вам этот райончик. Эски-дача — это, наверное, самая атмосферная часть городка. Тут вас ждут каменные дома, улочки, бугенвилли, маленькие уютные кафе, лавки со всякой всячиной и атмосфера старого турецкого поселка с душой. Здесь очень приятно просто побродить без плана, заглядывая во дворы, фотографируя стены, двери, цветы, в общем, все подряд, потому что здесь очень красиво. Если вы вдруг были в деревушке Алачаты, которая рядом с Чешми, вот атмосферка здесь примерно такая же, разве что размеры Эски-дачи куда скромнее. За час, мне кажется, можно обойти ее дважды,
по кругу и заглянуть в каждый проулочек. Но так или иначе, Эски Дача это прям рекомендацион для посещения. Если позволяет время и желание, рекомендую добраться и сюда. Бонусом, кстати, можно заглянуть в античный городок Книдос, который находится неподалеку, но туда лучше добираться на машине. Друзья, ну как обычно под конец видео показываю вам обзор отеля. Сейчас вот покажу номер, в котором я останавливался. Номер вообще на самом деле супер приятный. Вот так вот он выглядит. Все чистенько, аккуратненько. У меня номер был с 2 кроватями, одна побольше, другая поменьше. Ну, нареканий вообще никаких нет. Мне все очень понравилось, все супер комфортно, ухоженно. Вообще придраться не к чему, все суперски. Вот так вот с другой стороны все это выглядит. В шкафу там сейф вместительный, холодильник есть. Сейчас покажу ванную комнату. Вот такой вот просторный душ здесь. Вот здесь такой вот умывальник. Там вот санузел. Ну, в общем, все супер классно. И вышло мне это за 3 ночи 211, по-моему, долларов. За все включено. Ну, то есть у отеля 2 корпуса. Вот этот вот, который поближе к набережной, ну, он прямо на берегу стоит. И вот второй корпус, он через дорогу, вот я в нем оказался. Конечно, я думал, там поближе буду к воде, ну, как бы получилось, как получилось. Но в целом, несмотря на то, что машины ездили под этим, под окном, типа нормально засыпал, ничего не мешало, особо там не шумно было. Эмре Бич отель могу рекомендовать. Отель приятный. Если на него хорошая цена, можно смело брать вообще. В общем, друзья, вот такой вот получился у меня Мармарис в этот раз. Да, курорт не идеальный, может подойти не каждому, но, как вы уже поняли, Мармарис нужно брать немного шире. Чуть отойти, чуть отплыть и чуть отъехать, и тогда этот регион раскрывается уже совсем с другой стороны. Пишите в комментариях, как вам этот курорт, зашел, не зашел, какие у вас впечатления от этого места. Надеюсь, видео вам было полезно, интересно и помогло посмотреть на Мармарис немного под другим углом. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и посмотреть другие видео на канале. Ну и как обычно, до скорых встреч в новых путешествиях. Пока!